Среди моих клиентов, желающих приобрести мотоцикл, встречаются разные люди. Одним нужен красивый и спортивный мотоцикл, другим надежный и практичный, третьим классический байк на каждый день. И я очень рад, что существует мотоцикл, который отвечает всем этим требованиям, и в своей работе я использую его как козырь в рукаве. И это Honda Hornet. Он превосходен. Двигатель от спортбайка CBR 600, который выдает 98 лошадиных сил. И этот байк способен удивить вас своей динамикой. Разгон до сотни всего 3,5 секунды, что для классического мотоцикла действительно быстро. Honda CB600 Hornet своим появлением на свет в 1998 году ознаменовал начало целой эпохи классических, мощных и легких мотоциклов, а уже в 2001 году возглавил список самых продаваемых мотоциклов в Европе, обойдя лишь знаменитый Suzuki Bandit. В 2000 году вышла новая модификация Хорнета с передним колесом 17 радиуса, в отличие от предыдущей модели, которая имела переднее колесо 16 радиуса. Кроме версии с круглой фарой, была еще и модификация, имеющая индекс S, то есть с полуобтекателем, но вскоре ее убрали из производственной линейки из-за низкого спроса. Перед вами мотоцикл Honda CB600 Hornet второго поколения, который начал выпускаться в 2003 году. По сравнению с предыдущей моделью здесь не так много изменений с технической точки зрения, зато в дизайне их достаточно. Дизайнеры постарались придать этому байку современный облик и в то же время сохранить черты классического городского мотоцикла. И им это удалось. Даже сегодня, в разгар дизайнерских войн среди производителей мотоциклов, Hornet выглядит изящным и привлекательным. Заостренный хвост с интегрированным стоп-сигналом выглядит по-спортивному агрессивным. И если вы впервые увидите Hornet сзади, то подумайте, что перед вами настоящий спортбайк. Спереди легко узнается силуэт классического мотоцикла на каждый день благодаря круглой фаре. Ну а главная роль в формировании образа городского хулигана отведена двигателю, причем не столько за счет мощности под 100 лошадиных сил, сколько его брутальному внешнему виду. Многогранные головки цилиндров, сложной формы крышки мотора и сверкающие выхлопные трубы приковывают внимание с первого взгляда. А звук? Он просто божественный, провоцирующий крутить ручку газа все больше и больше. Подножки на Хорнете установлены достаточно высоко, а руль, наоборот, низко, что недвусмысленно намекает на спортивные корни этого байка. Сначала такая посадка с наклоном вперед кажется неоправданной, ведь это классический мотоцикл, но стоит стрелке тахометра преодолеть отметку в 8000 оборотов, как вы получаете ощутимый подхват, и тут уже все становится на свои места. Подвеска Хорнета не имеет регулировок, преднатяг пружины заднего амортизатора не в счет. Однако базовых настроек достаточно как для комфортного передвижения по трассе, так и для спортивного прохождения поворотов. Байк уверенно держит заданную траекторию. Пожалуй, единственным ограничителем скорости на Honda CB600 является не тормоза, здесь они прекрасно справляются со своими обязанностями, а отсутствие ветрозащиты. Через некоторое время ехать на скорости свыше 160 км в час становится просто некомфортно, устают руки и шея, и хочется вернуться в разумный для этого мотоцикла режим движения, то есть 120-130 км в час. Теперь я прекрасно понимаю, почему этот мотоцикл называется Hornet. Дело в том, что это слово переводится как шершень. Если вы когда-нибудь видели шершня вживую, то вы прекрасно знаете, что это такое большое насекомое, при виде которого уже становится страшно. Этот мотик мне поначалу казался очень спокойным, но когда стрелка переваливает за 8000 оборотов, подхват нереально возникает.
и ты едешь уже буквально в свече. Это так неожиданно, потому что классическая внешность, она оказывается очень даже обманчива. Я всегда знал, что этот мотоцикл выбирает миллионы людей по всему миру, но никогда не понимал, почему именно. И только сегодня, после тест-драйва, мне открылась истина. Это тот самый мотоцикл, который можно назвать универсальным солдатом. Он подойдет практически для любого человека. И при этом, если вы приобретаете этот мотик впервые в своей жизни, то он не наскучит вам через 2 километра. Вы будете на нем ездить и раскрывать его потенциал с каждым днем все больше и больше. И что-то мне подсказывает, что так и не раскроете его, потому что этот мотик реально едет. И после этого тест-драйва у меня остается лишь один вопрос к инженерам компании Honda. Как же им все-таки удалось создать настолько удачный мотоцикл? Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного. Ставьте лайки, комментируйте видео, делитесь им. Увидимся!